Признайтесь, что у вас тоже текут слюнки от хрустящей румяной корочки. Сегодня готовим крылышки с картошкой в духовке. Так вкусно, что съедят все до последнего кусочка. И в конце покажу, как сделать идеальную корочку. Не пропустите. Всем ассаляму алейкум, давайте начнем. Для начала маринуем крылышки. У меня 1 килограмм. Добавляем соль и молотый красный черный перец. Также для красивого цвета можно добавить паприку. 1 столовую ложку сметаны. Она сделает мясо нежным. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Теперь хорошо перемешиваем. Я буду делать это руками. Ах да, чуть не забыла. Еще 2 зубчика чеснока через пресс для невероятного аромата. Также хорошо перемешиваем. Теперь закрываем и оставляем на 1 час мариноваться. Если нет времени, хотя бы на полчаса. Теперь беру картошку и режу его кружочками, примерно по полсантиметра. Все выкладываем на противень. По желанию еще можно добавить репчатый лук. Также солим, перчим по вкусу. Добавляем любимую приправу. Я беру для шашлыка. Она дает очень аппетитный аромат. Капнем немного маслом и хорошо перемешиваем прямо на противне. Важно, чтобы каждая картофельная была покрыта маслом. Тогда вкус распределится равномерно. Разравниваем. Это будет наша вкусная подушка. Выкладываем крылышки сверху. Весь сок будет стекать вниз и пропитывать картошку. В этом весь секрет. Поливаем сверху остатком маринада и ставим в разогретую духовку на 190 или 200 градусов. Прежде всего ориентируйтесь по своей духовке. Через 35 минут обязательно откройте духовку. Посмотрите, как они уже зарумянились. А теперь важный шаг. Переворачиваем каждое крылышко. Так корочка получится со всех сторон. И возвращаем в духовку еще на 15-20 минут до полной готовности. Наш ужин готов. Аромат просто невероятный. Картошка пропиталась соком, а крылышки с красивой и золотистой корочкой. Выкладываем на тарелку. Можно добавить немного свежей зелени. Давайте попробуем. Картошка просто тает во рту, а мясо мягкое, сочное, легко отходит от косточки. Если вам понравился рецепт, сохраняйте, чтобы не потерять. Обязательно попробуйте приготовить. Это тот самый вариант, когда просто и очень вкусно. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уютно и вкусно. Готовьте с любовью, и все обязательно получится. Приятного всем аппетита! Ассаляму алейкум!